На что стоит обратить внимание? Первое – это столешница. Она выполнена из кварцевого агломерата. Это достаточно практичный материал на кухне. И данный материал очень эффектно смотрится за счет вкрапления самих кварцевых частиц. Она очень эффектно переливается и блестит под светом подсветки кухни. Фартук сам подобрали под цвет данного материала, чтобы смотрелся это органично и как единое целое. В данных столешницах очень актуально сделать врезные раковины. То есть, как видим, у нас вырезан здесь проем. И интересная здесь очень раковина. Использовали раковину Бланка. В данной раковине очень интересно выполнен слив воды. Как видим, выступает в роли обычной решеточки. При повороте у нас идет наполнение раковины. Фасады у нас двух цветов. Снизу у нас глянцевые крашеные МДФ, сверху у нас МДФ ламинированный. В данном случае он матовый и бархатный. На нем при чистых руках не остается отпечатков. Очень практичный и красиво выглядит. Подсветка рабочей зоны в данном случае выполнена в угловом профиле. Служит для хорошего обзора вашей рабочей зоны и придания лоску столешницы. Ну и соответственно для подсветки грязи на кухне. В современных кухнях стоит монтировать скрытые вытяжки, а их не видно, они стильно смотрятся и не портят вид самой кухни. Техника в одном цвете очень хорошо вписывается в данную кухню. Здесь у нас холодильник, микроволновка и духовой шкаф. Данные светильники очень стильно выглядят и дают равномерный и красивый свет, но за счет их конструктива нужно предусматривать открывание дверц таким образом, чтобы они не мешали светильникам. Мы находимся в двухкомнатной квартире, и благодаря совмещению кухни, зала и коридора мы получили огромный холл. На данный момент мы находимся в обеденной зоне, напротив нас идет зона отдыха и общий телевизор. Поэтому смотреть телевизор мы можем во время трапезы, либо во время отдыха. Потолки у нас комбинированные, короба выполнены из гипсокартона и основная плоскость сделана натяжной. Как видим, здесь много света и много светильников. Они все разделены на отдельные зоны для создания разной атмосферы освещения, но есть огромный минус, очень много выключателей, к этому тяжело привыкнуть. Так как стена у нас радиусная возле окон, выполнить примыкание порога со стеной можно вот таким вот молдингом ПВХ. То есть он выгнется по радиусу и закроет данные примыкания. Важно, чтобы был цвет самого порога. Двери у нас установлены профиль Doors. Это МДФ в экошпоне. Экошпон — это достаточно плотная пленка, в данном случае имеет небольшую фактуру дерева. Само полотно у нас обрамлено алюминиевой матовой кромкой. Она позволяет сохранить края пленки и в процессе эксплуатации не облущить их. Также установлен магнитный замок, который позволяет нам осуществлять тихое закрытие двери. Напольные плинтуса у нас выполнены в том же материале, что и сами двери, МДФ в экошпоне. Примыкание наличника с плинтусом нужно выполнять таким вот образом. На данном объекте мы использовали ламинат Quick-Step. Он мне очень нравится за счет того, что он максимально имитирует натуральную доску за счет вдавленной фаски и очень прорисованной фактуры дерева. Плюс у него очень крепкие замки, что уменьшает вероятность вздутия ламината при приклеивании стыка с плиткой, либо при упирании какой-то тяжелой мебелью. Вся квартира у нас в основном оклеена виниловыми обоями на флизелиновой основе. В частности, в коридоре она имитирует декоративную штукатурку. Винил сам по себе очень практичный материал, особенно для входной группы и коридора. Но это все-таки обои. Итак, мы находимся во входной группе. Обратим внимание на входную дверь. Портал выполнен в таком же материале и стиле, как межкомнатные двери. Это позволяет увязать входную дверь в общий стиль интерьера. Это достаточно практичное решение и стоит так делать всегда. Справа от входа у нас расположен шкаф. Это стандартное решение, но в шкафу у нас в данном случае расположен электрощит. Сверху у нас расположен электрощит, разделенный на группы освещения и электроточки. Снизу
У нас мультимедийный щит. Сюда сведены все витые пары и телевизионные. Здесь оно все коммутируется и ставится модем. Слева от входа стена задекорирована зеркальной плиткой. Это замечательное решение для визуального расширения пространства. Пол во входной группе облицован плиткой, и стык с другим напольным покрытием выполнен таким образом за счет лицевой подрезки обоих материалов. Смотрится эффектно и красиво. Плитка в данном помещении китайского производителя, достойного качества по отличной цене. Очень популярна в нашем регионе, очень эффектно смотрится. Свободное расстояние между ванной и стеной всегда используйте эффективно. В данном случае делайте нишу. Решение с душевой системой наружного монтажа не практично, так как много поверхностей, на которых оседает грязь. Поэтому всегда используйте систему встроенного монтажа, это намного практичнее и удобнее. Для карнизов радиусной ванны обязательное условие должна быть стальная, и примыкание со стеной в месте крепления должно быть сварным. Если вы используете зеркало с сенсорным управлением, то кнопку механическую не стоит использовать, так как работает некорректно. При отключении ее и включении зеркало не включается, то есть все равно стоит нажимать на сенсор. В туалете у нас установлена инсталляция, за счет нее у нас сформировалась над ней полочка, которую можно использовать для каких-то декоративных элементов, либо поставить что-то необходимое для обихода в туалете. Справа от унитаза у нас установлен гигиенический душ. Слева от унитаза в сформировавшемся коробе мы сделали нишу для стиральной машины, так как она в ванну у нас не помещалась. Задняя стенка туалета у нас облицована матовым керамогранитом, имитирующим натуральное дерево. Остальные стены облицованы глянцевым керамогранитом формата 90×90, имитирующим бетон. Обратите внимание, как выполнены наружные углы и примыкание внутренних углов. Обратите внимание, что все примыкания между помещениями выполнены без порога. Я нахожусь в зоне будущего встроенного шкафа. Как видим, стены за мной окрашены, так как в будущем вы всегда захотите поменять обои, а в шкафу вы этого сделать не сможете. Обратите внимание, на потолке у нас сделан короб из гипсокартона, и в нем стоит ревизионный люк. Это сделано для того, чтобы спрятать там многочисленные блоки питания для подсветки. Так как фасадная стена у нас радиусная, также установлен радиусный карниз, и интересное решение, здесь идет у нас механизм для открытия штор. Очень удобное решение, так как потолки у нас высокие, и чтобы механизм не заклинивал, такое решение очень актуально. Также установлена светодиодная лента для создания комфортного уютного света для подсветки тюлей. Напротив спального места установлен телевизор. По обоим сторонам кровати у нас расположены прикроватные тумбы. Также над ним расположены проходные выключатели с обоих сторон для выключения основного света. И две розеточки для подключения какого-то торшера и какого-то гаджета. В спальне у нас поклеены также виниловые обои, но из другой коллекции. Потолок спальни натяжной с выполненной закарнизной нишей. За счет радиусной фасадной стены у нас в зале образовался некорректный угол, поэтому мы решили его убрать и сделать кладовую в спальне. У всех ремонтов на балконах мы максимально утепляем балкон. Это на боковые стенки, которые граничат с соседними балконами, 5 см утеплителя, на фасадную 10 см утеплителя. На потолок максимум, что позволяют створки окна. За счет утепления, которое поджато максимально к створкам, можно использовать такие плоские светильники. Их можно смонтировать в сам утеплитель, и тем самым у нас не будет створка касаться светильника. Также на лоджии можно разместить сушилку для белья. Так как у нас пол облицован плиткой, был установлен теплый пол. На стенах данной лоджии нанесена декоративная штукатурка. Надеюсь, вам понравился данный обзор, и лучшая благодарность за нашу работу будет, если вы поделитесь данным видео с вашими друзьями. И также смотрите на нашем канале другие обзоры. До свидания.